Всем доброй ночи, дорогие друзья. Я не раз вам дарила ритуалы с картами. И как тогда, так и сейчас объясняю, что карты это не просто бумаги и красивые картины. Карты это определенные символы. Тайный шифр. Некоторые даже говорят, что это послание других цивилизаций нам с древних времен. Может, где-то они правы, потому что карты, во-первых, 4 мастей, как 4 стихии. Каждая из этих карт соответствует одной из стихий. Даже игральные карты – это взятые из Таро разновидность карт, которые начали использовать как игральные карты. Считается, что Таро принесли крестоносцы из своих восточных походов. Однако хочу сказать, что про Таро написано гораздо раньше. Еще в Древнем Египте была гадальная система с помощью определенных причудливых карт. Об этом описывали еще римские легионеры. Карты – это определенные символы, и за картами стоят духи, силы. Если человек просто купит любые карты, даже Таро, инструкцию, это не значит, что эти карты покорятся этому человеку, послушаются и будут помогать и подсказывать. Для того, чтобы карты раскрыли свою тайну у человека, должны быть свои способности. И только тогда духи будут через карты помогать и подсказывать. Однако карты не только система для предсказаний, карты еще во многом как призыв, как связующее звено, как мост между миром людей и духов. Картами заряжали воду, картами лечили определенные болезни. И я давала эти ритуалы картами Таро. Есть они у меня и в книге, и на моем канале, и на моих сайтах. Каждая масть имеет определенную символику. Черви или пентакли – это символ денег, имущества. Извиняюсь, не черви, пентакли или бубны. Да. Черви – это любовная часть человеческой жизни. Это страсть, это секс, это увлечение. Кресты – это мало того, что казенные люди, это деловые связи, это карьера, это определенное хладнокровие в делах, умение вести дело, умение опережать своих соперников и так далее. Пики – это всегда удары судьбы, это дурные вести, это сплетни, это боль, это разочарование, обман и так далее. То есть каждая масть карт отвечает за определенную сферу человеческой деятельности, за определенные чувства человека. Однако карты, скажем так, плохого предназначения можно использовать как во благо, так и во вред. Если помните, есть у меня ритуал отдавания картам бедности, но есть ритуал и призыва денег с помощью дамы пик. Есть ритуал, скажем так, дорога карт. Какой масти ты принадлежишь, что ты хочешь в этой жизни, любви или силы, или карьеры. На ту карту и делай свое заклятие. Одним словом, с картами очень много подарено вам ритуалов, но я хочу вам подарить еще один очень сильный ритуал – чистку.
Почему я дарю много чисток, вообще много ритуалов различного типа, да, на одну и ту же тематику? Я уже объясняла. Во-первых, это как лекарство. Каждому человеку подходит свое лекарство. Даже если лекарства как бы предназначены для одной и той же болезни, в любом случае какое-то лекарство подходит человеку, какой-то нет. Какой-то ритуал подходит, какой-то нет. Какой-то ритуал себя исчерпывает некоторое время, должен заполняться энергией, чтобы снова заработать, поэтому можно переключиться на другой. Чистка картами рекомендую в тех случаях жизненных, когда вы понимаете, что во всех сферах вам тяжело. Что сплетни, что на работе что-то не очень, что начальство надоедает, или у вас проблемы начинаются, скажем, с властями, с налоговой, еще с чем-то. Ну, как правило, когда у человека одна сфера деятельности подводит, то со всех сторон сыпется это. Все это нормально. Человек ослабевает, и открываются ворота для бедствий. Как говорят, беда одна не приходит, и это правда. Потому что человек настраивается на плохое, боится, переживать начинает. То есть открывает врата, и его страх делает уже все дело. Так вот, если рядом с вами друзья, на которых вы не можете полагаться и подозреваете их в их искренности, да, если вокруг вас начинаются сплетни, преследования, денежные застои, какие-то непредвиденные удары, постоянные болезни чьи-то дома, и вам приходится постоянно выкручиваться, постоянно пытаться как-нибудь выживать, то я вам рекомендую провести эту чистку. Женщинам нужно покупать карты в женские дни, мужчинам мужские. Не брать сдачу, либо оплачивать картой. Либо рассчитайте так, чтобы не взять сдачи. То есть, чтобы там вам не жалко было оставлять эти деньги. Это обязательно. Что такое женские и мужские дни, объясняю. Среда, пятница, суббота. Это женские дни. Дни, название которых заканчивается на А. Остальное мужские дни. Желательно, чтобы покупка карт не совпала с выходным, то есть с воскресеньем. Кроме воскресенья, любой другой день можете делать. Берете колоду карт, вытаскиваете из них 4 карты пик. Значит, дама, король, валет и туз. Как хотите, в какой очередности, наверное, поставлю в той, в которой я буду брать эти карты. Берите либо черную восковую свечу, либо обычную, но восковую свечу. Желательно. Но спрашивают, если нет в нас в стране там восковых свечей, можно, конечно, найти, но раз некуда деваться, возьмите парафиновые свечи темного цвета. Но этот ритуал 30% своей силы точно потеряет, потому что воск – это природный материал. И с воском работать гораздо лучше. Итак, зажигаем. Так, восковую свечу. Возьмите емкость, куда вы будете сжигать карты, потому что их нужно будет сжечь. На следующий день этот пепел желательно в черной материи или в черном мешочке вынести и оставить на перекрестке. Просто оставьте на перекрестке. Этот перекресток может быть в лесу. Под деревом можно оставлять, но было бы очень хорошо, если бы вы оставили на перекрестке, удар пошел бы сразу. Везде, во все стороны. Итак. Берете в руки даму, пик, что олицетворяет сплетни, грязные мысли людей, желающих вами пользоваться, постоянные препятствия на пути,
постоянно безденежье, постоянный сглаз со всех сторон, да, зависть людская. Это все олицетворяет дама пик в этом ритуале. Следите за движением моих рук и сделайте то же самое. Я буду подсказывать. Пиковая масть. Призываю тебя. Ты беду кличешь, ты черноту несешь. Вот всю черноту с меня соберешь, маяту возьмешь, ломоту заберешь, очистишь меня, тело спасешь, душу обновишь. Отвались от меня, зло и пересуды, бабские сплетни, козни и грязные слухи, зависть и разруха. В пиковую даму собирайся, а после гори, испепеляйся. Карты трудно горят, поскольку они специально так созданы. Вот пока горит, читайте сверху. Меня освобождай. Уроки, призоры, злые языки да раздоры. Горите в огне, сгиньте в пустыню, где гиблые болота, где быстрые реки, за темные леса, где люди не ходят, где кони не бродят. Дороги обратные забудьте. Сожгли. Берете вторую карту, олицетворяющую казенный люд, трудности с начальством, либо с властями, либо с налоговым, либо еще что-нибудь и так далее. То есть с вышестоящих идущая проблема. Отвались от меня, злобный казенный люд. Кто погоны носит, кто судит, кто карает, кто властью обладает. Всяк, кто мою душу ищет, от меня сгинь, меня покинь. Опасность от властей. В пиковом короле собирайся, а после гори, испепеляйся. Трудно горит, потому что очень хорошо сделано это все, естественно, чтобы карты были устойчивые и долгие. Уроки, призоры, злые языки да раздоры. Горите в огне, сгиньте в пустыню, где гиблые болота, за быстрые реки, за темные леса, где люди не ходят, где кони не бродят, дороги обратные забудьте. Желательно, чтобы оно сгорело. Поэтому будем помогать со стороны. Берем пиковый валет. Всякий ненужный люд, лживые дружки да подружки. Капканы да беды, лукавые люди, что против меня замышляют, вас в пиковый валет собираю, после в огне испепеляю.
так лучше. Уроки призоры, злые языки да раздоры, горите в огне, сгиньте в пустыню, где гиблые болота, за быстрые реки, за темные леса, где люди не ходят, где кони не бродят, дороги обратные забудьте. Берем пиковый туз. Туз пиковый, роковой удар, потеря и горе, воровство и обман, и всякая скверна, злая весть и дурное дело. Оставьте в покое мою душу и тело. Всякий страшный удар соберу в пиковый туз, сожгу и испепелю. Уроки да призоры, злые языки да раздоры. Горите в огне, сгиньте в пустыне, где гиблые места, за быстрые реки, за темные леса, где люди не ходят, где кони не бродят. Дороги обратные забудьте. Немного поможем, чтобы быстрее сгорело. Сжигаю пиковую масть. Вместе с горем и бедой, скверной и маятой. Спасаю свое тело, сердце, ум и разум от злых людей, от всякого лиходея, от огня и воды, от слез и болезней. Очищаю свои пути дороги. Где бы я ни была, всюду спасена буду. А скверно горит, до меня не коснется. Сотни дел, один отдел. И чистая жизнь. Истинно. На каждую карту читать один раз и сжечь. Сейчас подождем, пока все сгорит. Всякая скверна, уходи за мои ворота, в черный лес, в гиблые болота, где люди не бродят, где кони не ходят, за темные леса, за черные земли. Сгинь, а меня покинь. Да будет так. Пиковой мастью всякую скверну собрала и сожгла. Навеки избавилась. Сотни дел, один отдел. Да будет так. Вот так сверху. Покапайте, дочитайте. Ждите, пока все это сгорит полностью. И оставьте до утра. Утром с 4 монетами отнесите на перекресток. Положите этот мешочек, киньте через левое плечо. И скажите: откупаюсь, и уходите. Если нет никакой возможности на перекресток, ну что сказать, оставьте под деревом. Правда, на перекресток было бы намного быстрее.
Хотя работает он буквально за 4 дня начинает очищать. Ну, уже в течение этого времени уже этот процесс полностью идет. Всем удачи, пользуйтесь во благо.